sit down. Очень часто вы видите стоп-моушен, где присутствуют руки стоп-моушен аниматоров. Может быть, одна рука, может быть, две. И руки делают какие-то действия, жесты, а предметы начинают какие-то движения. Как будто бы рука делает указание предмету или серии предметов, и предметы начинают послушно выполнять это указание. Руки аниматора могут взаимодействовать с предметами в анимации, а могут не взаимодействовать. Могут делать простые какие-то жесты на отдалении, указания, но также могут взаимодействовать, но взаимодействие это очень простое. В любом случае, когда смотришь такую анимацию, создается впечатление, что предметы просто живут своей собственной жизнью при каком-то малейшем прикосновении или просто на руке стоп-моушен аниматора. Поэтому здесь работает такой эффект фокуса. Зритель видит аниматора в качестве фокусника, и можно сказать, что мы видим ловкость рук в анимации и никакого мошенничества, потому что действительно за счет каких-то простых движений рук и движений самих объектов создается впечатление, что мы видим либо фокус, либо происходит какая-то магия. Снимать руки на видео и легко, и просто одновременно. Дело в том, что всегда нужна свободная рука аниматору во время съемок, чтобы управлять съемкой, чтобы поправлять что-то на сцене, чтобы пить чай или почесать за ухом. Так что одна рука всегда нужна, чтобы она была подвижная, да, не на сцене. И поэтому чаще всего мы видим стоп-моушен анимацию с одной рукой в кадре. Но бывают, конечно, случаи, что нужно две руки, и в этом случае нужно приглашать ассистента, либо ставить ассистента за пульт и просить его нажимать кнопку, клавишу съемки, а самому садиться уже за стол с руками и руководить своими руками. Либо садить ассистента за стол, но при этом ему нужно четко объяснить, что такое стоп-моушен, что нельзя двигаться во время съемки, что нужно принимать какую-то позу и застывать в этой позе, как статуя. И тогда вы, как аниматор, будете двигать и руки своего ассистента, и управлять съемкой. Так что здесь решать вам. Заданием к этому уроку будет придумать какое-то такое движение, чтобы было ощущение, как будто бы зритель на экране видит фокус. То есть ваши руки должны делать какие-то небольшие движения, а предметы, которые вы выбрали, должны двигаться как будто бы самостоятельно. Посмотрите, пожалуйста, референсы, прикрепленные к этому уроку. Вы всегда можете повторить что-то за другим стоп-моушен аниматором. Главное добавить какую-то свою идею, какое-то свое видение. Жду ваших упражнений. До встречи в следующем ролике.